Привет! Сегодня мы будем обновлять Evolution CMS 1.4.12 до версии 3.0. В целом точно такой же алгоритм обновления и для версии 2.0.4. Итак, стоит ли обновлять ветку 1.4 до 3.0? Это стоит делать только в том случае, если вы планируете использовать компоненты Laravel, использовать шаблонизатор Blade, выносить весь код в файлы. В этом случае обновлять смысл есть. Если же вы этого делать не планируете и вы хотите обновить только для того, чтобы у вас была свежая версия, то делать не рекомендую. Можно смело оставаться на версии 1.4, то есть она поддерживается, в ней будут закрываться уязвимости и критические какие-то ошибки, то есть поэтому можно смело оставаться. С ветки же 2.0 рекомендую обновлять в любом случае, так как вы, скорее всего, если использовали ветку 2.0, то вы уже использовали компоненты Laravel, и, соответственно, в 3.0 это делать будет комфортней. Сейчас давайте обсудим, что же нужно сделать перед тем, как мы приступим к моменту обновления. Первое, что нужно сделать, это выполнить резервное копирование базы данных и файлов. Это мы делаем для того, чтобы в случае, если у нас пойдет что-то не так, мы всегда могли откатиться и попробовать сделать это еще раз. Зачем же необходимо выполнять скрипт миграции и почему не пойти стандартным путем, как мы привыкли, просто запустить, накатить свежие файлы и запустить установку? Это связано с тем, что мы объединили веб-пользователей и менеджеров в общую группу пользователей для более удобной работы с ними. Также теперь инсталл у нас работает через миграции Laravel. Соответственно, так как мы обновляем систему, нужно создать табличку с миграциями, что они уже были выполнены, дабы они не выполнились еще раз. И также мы удаляем папку Manager, так как в ней есть много файлов, которые теперь не используются, и, соответственно, логично ее почистить. После того, как выполняются эти действия, скачиваются свежие файлы с репозитория Evolution CMS 3.0 и запускается стандартный функционал обновления. Итак, теперь мы готовы приступить к обновлению 1.4 до 3.0. Но перед этим необходимо сделать несколько проверок. Первое, убедиться, что у нас стоит тема по умолчанию. Потому что если мы используем кастомную тему, то, скорее всего, в 3.0 она еще не адаптирована под 3.0 и, соответственно, могут быть проблемы. Поэтому выставляем по дефолту и все у нас будет хорошо. Второе, проверяем, чтобы у нас менеджеры и веб-пользователи, у них не было одинаковых пользователей с одинаковыми именами. Потому что если такие будут, то это вызовет конфликт при слиянии двух таблиц с пользователями в одну. После этого мы переходим в Extras, ищем скрипт миграции, устанавливаем его. После этого очищаем кэш и выходим из админки. После чего переходим по ссылочке assets update php. Собственно, скрипт миграции у нас выполнился и появился стандартный интерфейс установки и обновления системы. Мы выполняем все шаги, соответственно, нас интересует момент обновления текущей установки. Итак, обновление прошло успешно. У вас может показаться старая заставочка. Это исключительно кэш браузера. То есть, если кэш очистить, то будет уже, соответственно, новая из 3.0. Заходим в админку. Попадаем, соответственно, в настройки конфигурации, их сохраняем. И проверяем, что мы обновились до 3.0. Также можем перейти на сайт и тоже убедиться, что у нас все работает. Также хотелось остановить внимание на такой теме, как ошибки. То есть, что у нас может пойти не так при обновлении. Самый важный момент, на который стоит обратить внимание, если вы на своем сайте используете веб-пользователей,
то необходимо будет переписывать логику сниппетов и плагинов, которые связаны с этим, так как у нас теперь нету веб-пользователей, есть просто юзеры. На текущий момент единственный сниппет, который будет поддерживаться и работать в EVO 3.0, это FormLister. То есть сейчас идет работа по адаптации его под 3.0 и скоро будет релиз. То есть, соответственно, если вы используете на своем сайте пользователей и хотите обновить до 3.0, то рекомендую дождаться этого сниппета, либо переписывать на API работы с пользователями через контроллеры, которая уже доступна в 3.0. Следующий момент — это устаревшие сниппеты и плагины. Часть из них уже адаптированы и работают на 3.0, то есть все, что нужно сделать, это зайти в Extras и обновить на актуальную версию. Если же часть каких-то сниппетов, плагинов будет не работать, то опять же нужно разобраться, посмотреть, какие в них могут быть проблемы. То есть можно решить это либо самостоятельно, либо отправить запрос на Git, либо обратиться в компанию DDA, которая вам поможет решить эти вопросы. Также, если вы используете композер, то необходимо будет немножко поменять логику работы с композером, потому что в ветке 1.4 у нас композер лежит в корне, и, соответственно, вы зависимости добавляли туда. Сейчас же, после обновления, у нас файлик композеров, в который нужно вносить изменения, находится в папочке core, custom и composer.json. То есть нужно будет ваши зависимости перенести с одного файла в другой и, соответственно, выполнить в консоли команду composer update. Также давайте обсудим, что можно сделать еще. Можно почистить все файлы, которые лишние. В частности, после установки нам не нужны папки Docker, и вот этот вот, в принципе, весь набор файлов нам тоже не нужен. Их можно удалить.